Друзья, всем привет! С вами Алексей Костылев, и мы находимся в Кёльне, в одном из самых старейших городов Европы, который сыграл очень большую роль в истории Европы, еще начиная со времен римской эпохи. Чемпионат ESL One Кёльн, который мы победили в прошлом году. Вы помните этот кубок? Вы помните эти эмоции, эти крутейшие влоги? Мы снова вернулись в Кёльн для того, чтобы защитить этот титул. В этот раз вас ждут новые экспериментальные влоги. У нас есть экшн-камера и есть Костян, который сделает для вас ветер. Мы не можем вот так часто общаться с игроками в данный период. Новый состав, пристальное внимание, ребята много тренируются, и мы постараемся снять для вас очень атмосферные, интересные влоги. Да, Костян? Да, я также думаю, если даже нас на ESL не пустят на сцену, а так часто бывает, здесь с этим очень жестко. Я думаю, благодаря экшн-камере мы сможем для вас подснять эксклюзивного контента. Мы для вас будем снимать очень много лайва, и все это будем перебивать с помощью Костяна. Рассказывай, как тебе Кёльн, как тебе вообще первый Кёльне впечатление? мы ни разу не были еще, мы сидели в этом отеле все время и работаем и готовы съесть Mouse Sports. Готовы съесть Mouse Sports? А какие у тебя по поводу Mouse Sports сегодня предикшены? Да, там, возможно, будет коварная заготовочка от Mouse Sports. Они хотят в капкан нас заманить. Расскажи поподробнее про капкан. Ну, они до 2 не играют, но они тренировали очень долго на буткемпе. Есть инсайдерская инфа, да? Да, ну и плюс Воксик очень хорошо играет Даст, в принципе. Он, скорее всего, просил, чтобы его играть. Что будет сегодня? Вот только что разговаривал с Блейдом. У него есть свое видение, что Mouse Sports хотят вас поймать в капкан. Как ты думаешь? Я слышал, что ты не совсем согласен. Я думаю, что в первую очередь будет хороший Counter-Strike. Если ты не имеешь турнирной хорошей практики на карте, то потом, даже несмотря на то, что у тебя будет план, тебе довольно-таки трудно это реализовать. Мы на Дасте себя чувствуем очень хорошо, поэтому я просто не переживаю по этому поводу, что если они захотят сыграть Даст, ну, нам от этого хуже не будет. Я думаю, что они оставят все-таки Overpass. И тем более, что с Фурией мы не показали такой сильной игры, несмотря на то, что счет был там в какой-то момент 15-7, и потом провалили вторую сторону, и ребята почти сравняли. То есть нам нужно будет показать сегодня лучшую игру, чем вчера. Всем привет. Здорово. Что вы, как дела? У нас у тебя подарок есть. Да? Спасибо. Это на голову одевают? Это мой подарок. Подожди, это мой подарок уже. Здорово. С днем рождения, это вам. Спасибо. Но еще 2 вам нужно. Надо просто повод задуматься над тем, что когда соперник берет у тебя раунды, даже если там что-то, он включается, он давит. Если ты отдаешь ему раунды. Ребят, ну что, знаменитый Players Lounge в Хаяте. Вы помните, в прошлом году мы здесь смотрели игры. Немножко все преобразилось. Стало 4 монитора, где можно посмотреть игры. И посмотрите, еще есть что. Nintendo со шпилками. Можно сесть и зашпилить. NBA 95, Rise. Вы вообще знаете такие игры? Вы когда-то играли в Nintendo? Или только сразу в КС? А вот это Urban Strike. Ребят, кто знает игру Urban Strike, это просто была культовая игра. Ставь плюс в комментариях. Donkey Kong, тоже офигенная игра. Мы сегодня пошпилим с Костей. Идем посмотрим, чем угощают в этом году. Ну, с одной стороны, организаторы всегда кормят игроков чем-то полезным. Тут очень много роллов. Есть вегетарианские роллы, есть курочка, есть много фруктов, чай и кофе. А с другой стороны, ребят, посмотрите, сколько сладостей. Все, что хочешь есть, на любой вкус. Ребят, мы видим прямой репортаж из Players Lounge. У меня в руках джойстик от Nintendo. Здесь Марио. Там прекрасный вид на Кёльн.
речку Рейн. О, как сложно было встать. Пока ребята там практикуются, я вам немножко поснимаю и покажу. Что хочу добавить от себя. Сейчас будет игра с Mao Sports за выход в плей-офф. Мы все переживаем, потому что, знаете, КС — это такая игра, где может произойти все, что угодно. И Mao Sports в данный момент темная лошадка, поэтому будем поднимать щиты. Мы сейчас затестим с вами Donkey Kong. Ну, ребят, сейчас начинаем разыгрывать перед матчем с Mao Sports. Сейчас посмотрим. Пару слов перед матчем, Мишаня. Мы не волнуемся, у нас все хорошо. Хорош. Пару слов. Игра важная, Small Sports, все хорошо. Мы настроены. Ребят, кто здесь? Бумыч, рассказывай. Это будет твой первый плей-офф, если вы пройдете. Не, но напряжение явно какое-то есть, знаешь. Очень хочется победить именно этот матч за выход сюда в финал. Ну, чувствуешь ответственность? Да, на самом деле чувствую. Как тебе вообще первые игры? Что ты можешь сказать вообще про матч с Liquid? Ну, с Liquid мы отдали свою игру, не смогли включиться там после одного раунда, но я считаю, что это был как бы хороший урок, и мы поиграли 3 карты, там поняли, что какие у нас ошибки на Мираже из-за этого есть. Тем более, если бы мы выиграли даже Даст, не факт, что Оверпас бы мы выиграли, да, то есть все может по-другому пойти. Вообще могу сказать, за первый матч индивидуально я не включился еще на максимум, то есть я показываю свои там 30-40%, не знаю, с чем это связано реально, то есть я уверен в команде и, в принципе, не переживаю, но, может, какое-то внутреннее состояние есть. Но сейчас вот реально хочется показать максимум, как было. Скажи, ты хорошо выглядишь, Даня. Ты в зал ходишь с прошлого года? Не пропускаешь? Я на самом деле в зал хожу всегда, но именно я же сбросил 10 килограмм за последние вот 6 Ну, это месяцев. заметно. Бумыч, вернемся к тебе. Ты ходишь вместе в зал с Зевсом. Ты можешь его назвать своим наставником? Не, мы ходили, конечно, пару раз, но папа, да, папа. Ты грозился свергнуть Астралис, насколько помнишь. Да. За тебя это сделали Liquid. Ты огорчен? На самом деле это без разницы, потому что хотеть свергнуть Астралис, это потому что они были топ-1 мира. Сейчас Liquid топ-1 мира, хочется свергнуть их. Так что без разницы. Посмотрим. На этом турнире они все еще остались, так что будем двигаться дальше и встретимся с ними. Может быть. Скажи, ты говорил, что ты опенфрагер, а сейчас роль в атаке, задачи в защите. Являешься ли вторым колером в команде или нет? Я пытаюсь, наоборот, от этого уйти, потому что, знаешь, остались привычки, там много говорить, предполагать, что может сделать соперник и так далее. Это уже мешает, как там Дане, команде, мне сфокусироваться именно на своей игре. Даня, скажи, задатки капитана есть у Бумыча? Он сможет тебя заменить в будущем? Ты самый старый старичок у нас. Ну, Самый старый старичок. опыта ему надо еще. У него есть задатки, но опыт нужен еще. Нужно время, пусть как раз посмотрит, получится. А есть какие-то слова напутствия Бумычу, чтобы помочь ему в будущем? Я ему уже все сказал. Или ты каждый день ему что-то говоришь? Ему нужно сейчас, в данный момент, сфокусироваться на своей игре. И у него это, в принципе, неплохо получается. Поэтому надо прогрессировать, развиваться. Просто так на блюдечке чемпионства тебе никто не даст. Флейми, пару слов. Ты готов? Нет еще. Почему? А? От чего ты провод потерял? Ищем провод Егора. Здесь нету. А вот и провод. Ой. Не неси. Да, в компе. Он был выдернут из компа, но лежал на полу. Что, в Натик забрали провод? Нет. Натики забрали провод. Натики забрали провод. Передавай привет нашему каналу. Привет, ваш канал. Сколько лет мы вместе? 20. Слушай, как насчет мерча выпустить 50 на 50 и продавать? Нормальная идея? 50 дней и 50 дней, да? Да. 50 тебе и 50 дней. И выпускаем мерч. Все, договорились. Дней и еще 50 дней. Не. Что вы, как делишки вообще? Пару слов.
Ну, уже можно пораньше лететь домой. Хорошо. Потренируемся. Да, кто не знает, Фейс уже, к сожалению, уже покинул турнир. Но... К сожалению. Едете отдыхать? Да. Куда? Анталия. Круто, когда? Ну, после Бласта сразу. Через 10 дней. После Бласта, да? Да. Мы тоже скоро летим в Таиланд кататься на серфе. Все как раз не отпустить его, парни. Баран не уйдет. Два справа. Еще там. Еще справа. Убило. Я могу. Давай, я прыгаю в смог. Забей, молотом дай. Я готов. Дал флеш. Хотели сразиться, потому что мы тоже тренировали долго трейн, хотели проверить. Но мы вообще не включились в игру на трейне. Взяли пистолеты, потом вообще не могли раму собрать за атаку. Мы проиграли 4-11, за КТ собрались, тащили, в итоге дотащили, выручили на 14. Короче, мы хотели сразиться на карте их сильно и проверить свою при этом. Потому что, да, мы тоже трейне уверены. На тренировках играем вроде по одному, приезжаем на чемпионат совсем по-другому. Эмоции, нервы, и не можем показать до конца. В принципе, мы тренировали все 6 карт, и мне кажется, у нас все карты балансированы. Можем на каждой карте можем показать хорошую игру. Мне нравится, несмотря на то, что мы Инферно плохо играли, мне нравится, как мы играем в Инферно местами. Мне нравится, как мы играем Трейн местами. Оверпас, мы типа не супер там считаем как бы сильная карта, но выиграли у Liquid. Как бы эта команда, в принципе, хорошо на этой карте играет. Dust 2 вот сейчас будет проверка. Dust 2 много тренили тоже. Ответ очевиден для меня. Фурия играет непривычно для европейского КС. То есть это команда, которая играет со своим стилем. Местами этот стиль очень смешной, очень глупый. То есть мы смотрим на него и понимаем, что это бред. То есть это не тенденция, это какой-то рандом. Но если не ожидаешь этой игры, то... А игра-то в чем? Игра в том, что они бегут вместе и просто на размен, и стреляют хорошо. Вот Астралисы не ожидали, видимо, такой игры, такой агрессии от них, и попались на это и проиграли. Но мы уже просто знали, как они играют, ожидали от них такой агрессии, и играли более хладнокровно с ними, поэтому нам легко было играть. Nice! Come on! Sick, Robin! Еще. Я не могу, мне 2 молота дали. Вот отошел. Открывай все стиль. Пацаны, 2 бэчика, можете на одного назад. Он бежит, через на... Смог мало. Я даю смог мало. Я что дальше сюда. Потушился. 6 алик, 1 КП. И курилка. Я рашу. Малый смог. Оба дефолт. Я красный, парень. Он сейчас выйдет. Пятерочка. Булмыч. Они в последнем раунде, короче, стали втроем на... Не злые. Ну что, третья карта D-Train. Говорят, D-Train одна из самых сильных карт у MAO Sports.
Дай смог ниже первый. Нет. Я могу дать. Дал молик, не надо. Хорошо, я стрю вверх. Вверх я один. Дал молик ниже. Дал молик за собаку. Они не могут выйти. Ниже ветер, ты вышел. Пик-н план. Минус убили. Бил нижний. Верьте еще. Нет, не знаю. Верьте еще был. Мог упасть, вы не убей. Мог упасть. Дефол. Good job. Красавцы. Лучший. Лучше, Жека. Я лучше. Мы в плей-оффе. Поздравляю, пятерочка, Санек, пятерочка. Пятерочка, боч, ты как его раздавил, ты видел, как ты прыгнул вверх-вниз? Я хотел зарезать, мне знаешь, какие говорит? 15 секунд остается. 15 секунд. Сегодня я просто хочется отдельно спасибо сказать нашему капитану. Я думаю, что победа, особенно на трейне, как бы это примерно 80% его. Поэтому, Даня, спасибо. Дань, твои тиммейты говорят, что выиграли благодаря тебе. В чем все-таки залог этой победы? Не знаю. Благодаря того, что... Ну, у нас бывает такой момент, когда все верят в меня, я верю в себя, у нас все я колю, все слушаются, и что бы ни происходило, мы тащим. Но у нас было на трейне такое. Я чувствовал, что как они играют и что с ними надо делать. Не от карты зависит, а от нашего реально состояния. Поэтому будем работать дальше. Очень рад, что мы попадаем на стадион в топ-8. Все классно. Он читал полностью соперников. И когда поставилась пауза уже в конце, поначалу не буду говорить, в конце он уже говорит, если я говорю, типа, что топнули под Б, Элик сразу стягивается к нам третьим на Б. Если раскидка А, то Бумыч сразу дает смог ВН, и мы просто их считали именно за КТ. А за атаку он делал идеальные колы. Мы понимали примерно экономику. Хорошо, что мы брали важные раунды. Ребята, вот таким вот выдался первый влог. 2 девайса. Пишите, понравился ли вам наш эксперимент. В начале не было стабилизации, простите нас за этот фейл маленький. Сейчас стабилизация появилась, так что увидимся на стадионе. Into the eye of the storm.